Друзья, всем привет, с вами Ольга Старшая. И сегодня я хочу начать один маленький проект. Я надеюсь, что он будет маленьким, и я вложусь в 2 серии. Это не совсем одежда, но это то, что мне давно хотелось попробовать. Итак, мне очень нравятся вот такие изделия из материала, который называется сделанные в технике patchwork. Это когда сшиты лоскуты ткани между собой. Это обычно двухслойная ткань. Между этими 2 слоями могут быть еще какие-то там кусочек синтепона, там, не знаю, какая-то мягкая прокладка. В общем, как видите. И мне очень хочется пошить сумку вот такого вот формата. Вот еще, как вы видите, она есть. Значит, какая задача? В первой серии я бы хотела ее замоделить, а во второй серии разобраться, как все-таки сделать этот материал именно patchwork. Возможно, мне придется делать это вообще в другой программе, в каком-нибудь блендере, Substance или что-то такое. Посмотрим. Я еще не решила, как именно я буду делать этот patchwork. Но задача интересна, и, надеюсь, вам будет со мной тоже интересно. Я где-то уже видела примерные габариты вот этой сумки, как она должна выглядеть, и об этом я расскажу, когда перейду к моделированию. Ну что ж, приступим. Начнем с прямоугольников, как обычно. Итак, габариты тела нашей сумки должны быть ширина 30 сантиметров, высота 18. Это именно что касается по центру. Давайте, я имею в виду от донышка до центра сумки. Как вы могли видеть, у нас оно здесь тут закругляется и ушки поднимаются. Так вот отсюда, давайте вот эту открою картинку. Вот отсюда до донышка это 18 сантиметров, по ширине это 30 сантиметров. И глубина сумки в донышке, по-моему, составляет 7-8 сантиметров. На ручке идет уже сужение, но это мы сейчас разберемся. Итак, я буду работать на Particle Distance 10 для начала. И, конечно же, я хочу квадовую сетку. Я, наверное, сделаю вот что. Сделаю я посередине линию и превращу ее... Так, 2D Mesh. И превращу ее в Convert to Symmetry Axis. Симметричный паттерн. Так, дальше что? Сумочка у нас должна, наверное, будет... Как бы-то нам это по центру поставить. Наверное, сумочка у нас должна будет висеть. Поэтому я сюда сейчас подморожу, добавлю аватар. Как я добавлю аватар? Я зайду в библиотеку, посмотрю, что у меня есть в тримах. В тримах у меня должно быть что-то шейпы. Вот. У нас есть интересная такая штука. Такой вот бублик. Почему он лежит в тримах, непонятно. Но ладно, если это аватар. Так, куда он у нас добавился? Никуда он у нас... А где он? Shift-A. Вот он. Он просто был скрыт. У меня уже есть тут от проекта бублик. Ну ладно, давайте я вам покажу, что делать с этим-то бубликом. Он достаточно большой, и это аватар, и аватар нельзя настроить. В плане того, чтобы его как-то размеры здесь настроить. Конкретно вот этот бублик. Поэтому я сделаю с ним следующее. Я его, во-первых, разверну. Так. Дальше. Что тут? Move avatar to center. Дальше. Я его конвертну в трим, потому что у трима
у нас есть возможность подредактировать вот это все. Так, я хочу, чтобы по Z это было 20. Здесь я сделаю, наверное, 5. И здесь 5. Опа. Все, вот такой вот у нас будет бублик. Да? Отлично. И на нем, значит, мы будем все это, сумку нашу вешать. Давайте я его превращу снова в аватар. Convert to аватар. Окей. Все, чтобы наша сумка могла с ним контактировать. Хорошо. Так, разместим нашу запчасть сюда. Да. Итак, глубина сумки где-то 7-8 сантиметров. Ширина, то есть мы тут габариты определили. Так, что нам нужно сделать? У нас здесь нужно сделать такую полукруглую штуку, да? Давайте для начала я попробую вот этот закруглить угол. Хотя нет. Для начала я, наверное, сделаю сужение. Сантиметра на 4. Так. И приподниму тоже сантиметра на 4 вот эти уголки. Окей. Так, дальше. Делаем здесь вот такую историю. Нам здесь нужна типа арка. Да. Так, а здесь нам нужен полукруг. И поскольку у нас, когда мы тут закруглим, вот эти габариты сместятся, смотрите, я сейчас поставлю здесь гайдлайн, да, вот я сейчас сделаю полукруг, и у нас уже сумка станет не 30 сантиметров. Поэтому нам, наверное, вот эту точку нужно будет еще выдвинуть. Тоже сантиметра на 4 туда. А потом уже что-то закруглять. Так, я воспользуюсь инструментом Round Corner. Ну вот видите, что происходит. Вот я закругляю, и габариты нашей сумки сильно меняются. Так, примерно, давайте я сделаю это на 15. Так, уже что-то. Теперь, так, здесь 4 сантиметра, здесь 21. 21 с копейками, а хочется как-то цифры покруглее. Здесь 8. Давайте сделаем, знаете что? Наверное, здесь я сделаю 8, только в другую сторону. Так, здесь округлость стала побольше. И нам нужно будет немного расширить. И нам нужно будет сделать это, например... Не то. Так, давайте сделаем Q, например, 6. Так. И мы можем... Что у нас тут получилось? 23. Давайте до 24 доведем. И чтобы у нас было хорошее сопряжение, сделаем здесь гайдлайн. Так. С. Вот, видите? Нам нужно вдоль вот этой штуки. Растаскиваем где-то до 24. Опа. Примерно так оно у нас и получилось. Единственное, что, знаете, мне теперь хочется почему-то вот это продлить сюда. Вот сделать вот так вот. И сделать вот эту часть. Так. Здесь я делаю тоже гайдлайн.
Так. С. Вот. Сделав здесь, выравниваем сопряжение. Смотрим, что у нас тут. 12, да? 12 с копейками. Ну, давайте мы можем сделать до 13, наверное, довести. Так. Угу. Ну, вот такая у меня получилось. Такое скругление. Возможно, слишком сильное сужение. Наверное, давайте я на сантиметр сюда. Сейчас придется переделать вот этот гайдлайн и переделать. А возможно, мне нужно было и эту точку сюда на сантиметр. Так, тогда нам нужно будет вот это подрихтовать. Так, 20 на 23, наверное. О! Да, такое скругление мне, наверное, больше нравится. Так, 8, 23, 35. Угу. А здесь что получилось? А здесь 14. Супер. Все. Вот эта форма меня, в принципе, устраивает, боковушки. Так, как мы сделаем вторую боковушку? Давайте я уберу гайдлайны. Значит, я хочу сделать ее следующим образом. Беру и делаю instance pattern. Instance pattern — это копия того... Это копия вот этого паттерна, которая будет принимать форму, если я буду ее изменять. Она будет и симметричной, то есть она будет по x, y идентичной, и она будет идентична вот этому другому паттерну. То есть двойная симметрия. Если кто-то пришел сюда из Claw, то в Claw или Marvelous Designer такой фичи нету. Там либо только симметричный паттерн, либо он симметричный сам в себе, либо он симметричный другому паттерну. Сделать и симметричный, и инстанс не получится. Здесь получится. Итак, вот здесь вот мы поняли, что у нас длина вот этой штуки всей составляет 35 сантиметров. Очень удобно. Теперь как бы нам понять, сколько нам нужно на высоту вот этой ручки. Насколько я помню, там где-то было вот от этой точки до верхней точки, до изгиба, где-то сантиметров 30, что ли. Значит, что мы можем сделать? Мы можем сделать квадрат. Или 27 даже было, по-моему. Вот, мы его можем вот так вот поставить. Вот так вот, да? И что нам нужно сделать? Давайте-ка я уберу текстурность ткани. Вот это я поставлю вперед. Так. Где тут? Order. Bring to front. О. Значит, смотрите. У нас будет здесь закругление. Как бы все вот это вот, вся вот эта сумочка будет висеть вот на этой штучке, да? И нам нужно понять, какого размера нужно делать вот эту часть. Вот эта часть, понятно, 35 боковушка, а сколько будет сама ручка? Ну, давайте сейчас посмотрим. Берем перо и рисуем такую, как бы это сказать, линию. Так, вот я сделала кривую. Давайте я ее немножко выправлю. Так, примерно получается, что это 25-26, тут изгиб меньше будет. Хорошо, это примерно 25 сантиметров. Итак, 35 плюс 25 получается 60. Что у нас получается? Что вот эта половина ручки, которая переходит в боковушку и в донышко, будет высотой 60 сантиметров. Супер. Делаем себе
Прямоугольник шириной где-то 8 и высотой 60 сантиметров. Отлично. Так, давайте посмотрим, перевернула я там или нет. Что у меня тут с нормалями? Да, у меня все правильно повернуто, лицом друг к другу. Теперь будем пришивать вот эту штуку. Значит, как мы будем ее пришивать? Пока что я не буду делать никакого сужения-заужения. Я просто пришью как есть. Нам нужна зеркальная деталь. Нам нужно сшить ее следующим образом. Здесь и здесь. А здесь мы сшиваем следующим образом. Берем так. Пришиваем сюда. Так. А дальше берем, походу, вот так и пришиваем сюда. Да, все правильно. Теперь располагаем это вот таким образом. Давайте-ка я 2 сразу сделаю. И команда Ctrl/. Ага, не получится, да? Ладно. Ну, пусть будет так. И нам нужно, чтобы вот эти швы были под 90 градусов. Ну и давайте их усилим. Да, давайте посмотрим, что получилось. Я сейчас это усилю. Так, сразу зададим жесткий материал какой-то. Допустим, Trims Co-Leisure. И попробуем просимулировать. Так, чего-то не симулируется. Угу. Так, сейчас мы, походу, вылетим. А у меня не сохраненный проект. О, не вылетели. Прекрасно. Итак, смотрим, что у нас здесь. Particle Distance на 10. Квадровая сетка. Так. Давайте это отморозим. Отлично. Ну, примерно так оно и должно быть. Но только мы помним, что ручка у нас заужается. Давайте толщину включу. Ручка у нас заужается вот здесь вот. Донышко, наверное, чуть поуже надо сделать. Окей, давайте сделаем... пока мы ничего не будем делать. Короче, знаете, что я сделаю? Давайте определимся, какая у нас будет толщина ручки. И где у нас X? Где у нас вот 35 сантиметров, да? Так, ставим вот эти точки, нам они пригодятся. Где у нас сумка сама? Так. Нет, подождите, я забыла. Точки мы пока ставить не будем, мы сделаем следующее. Мы берем, делаем так. Q. И меняем размер. Так, нам нужно в обе стороны. Пусть будет 4 сантиметра. У нас сумка будет заужаться где-то на 4 сантиметра. Если мы оставим вот так, как есть, у нас будет проблемка. Смотрите. Вот здесь не будет хорошего сопряжения. Вот здесь будет как бы клюв. Ну, типа, это не очень сильно видно, но тем не менее, хотелось бы, чтобы была гладкость. И здесь, видите, что происходит? Как бы нету такой... Тут тоже клюв появляется. А хочется, чтобы донышко было ровным. Кстати, я забыла сшить вот эти части. Угу. А хочется, чтобы вот здесь не было такого выпирания, и хочется, чтобы донышко было ровным. Итак, X. Ищем наши эти 35. Где там 35? Снизу 35 сантиметров, да? Так. Там, где у нас шов
заканчивается. Возможно, кстати, давайте-ка я сделаю не так. Я не буду точки ставить, я здесь поставлю засечки, потому что потом эти точки, может быть, нам и не понадобятся. Так, засечки ставим. Синяя линия должна быть 35. Здесь засечку ставим. Здесь уже желтая линия должна быть 35. Окей. Что еще там с засечками можно сделать? Покрасьте в какой-нибудь цвет. Давайте я желтенький сделаю, чтобы видно было. Желто-зеленый. Окей. Все. У нас вот этот шов всегда будет 35. Хорошо. Так, значит, что нам нужно сделать? Нам нужно сделать вот эту линию кривой. А еще нам нужно сделать ее симметричной, чтобы не делать по 10 раз одну и ту же работу. Давайте я попробую это. Так, я могу это конвертировать в базовую линию. Угу. Понятно. Тогда нам придется сделать следующее. Я сейчас вот это заморожу, чтобы оно никуда не улетело. Одну штучку я удалю. А эту штучку я превращу в симметричный паттерн. Его сначала настрою. Следующим образом надо запинить вот здесь точку. Вот она, чтобы она никуда не улетела. И вот здесь точку на донышке. Все, симулироваться будет, но при этом с двух точек никуда не сдвинется. Так, Б. Плюс сшивание сохранится. Давайте попробуем. Могу я сделать инстанс паттерн? Ага. Так. Где у нас эта штука? Могу. Отлично. Могу даже поставить. Поставить на место. И посмотрим, что у нас будет сейчас со сшиванием. Пришить нам придется все заново. Но это не страшно. Вот это проблема. Все, поняла. Так. Нам нужно сделать... блин. Хорошо, ладно. Поработаем сначала с одной, потом уберем симметрию и попробуем поработать... в общем, вы поняли. Не поняли, тогда увидите сейчас. Значит, смотрите, что делаем. Переходим в Edit Arc. Делаем вот эту штуку кривой. Что я хочу сделать? Значит, смотрите. Я хочу здесь сделать guideline. Y. И я хочу сделать... давайте здесь guideline сделаю. Y. Нам нужно отредактировать следующим образом. Значит, C. Нам нужно, чтобы вот этот манипулятор был вот по этому гайдлайну. На какое расстояние, пока непонятно. Нам важно просто соблюсти вертикаль. А вот этот вот манипулятор, чтобы был внешний по вот этому гайдлайну. И думаю, что где-то вот аж до сих пор. Так. Что мы в итоге получаем? У нас здесь как будто бы перпендикуляр. И здесь тоже как будто бы перпендикуляр. Давайте, наверное, это тоже немножко опустим.
как бы вот заузить ручку. Окей. Теперь можем это удалять. Можем делать это Remove Linked Editing, то есть убрать симметрию, поудалять лишнее. Ой. Так, нам надо точки поудалять. Так, лишние точки удалили. Пины. Ой, так, поудаляли. Теперь проверили швы. Так, где они стоят? Засечечка наша. Так, вот здесь вот проверяем. 35. Здесь желтый 35. Все, швы должны быть ровно по засечке. Отлично. Теперь Remove all baselines. Нам не надо. Ctrl-D. В принципе, все, швы назад встали. Да? Теперь N. Ой. Сшиваем это. Сшиваем это. И симулируем. Все. Отпустим вот это. Отпустили. Так, базовая форма более-менее готова. Сейчас я хочу сделать штуки, которые называются пайпинг. Это вот такие бублики на краях вот этого всего. Единственное, что знаете, что когда эти бублики сделаю, мне кажется, вот здесь вот должно быть потоньше, на сантиметр. Давайте сделаем 3. Я надеюсь, здесь перпендикуляр относительно сохранился, и сопряжение будет нормальное. Ну, это уже такие мелочи, что совсем окей. Так, меня базовая форма устраивает. Донышко, как видите, тоже ровное, без клювов. Отлично. Так, пайпинг. Переходим в Assets, инструмент пайпинг. Я буду делать его на каждой половинке отдельно. Смотрим. В общем, у нас есть с пайпингом проблемы. Смотрите, давайте я его увеличу. Я хочу, чтобы он был где-то 7 миллиметров. Видите, что происходит? Вот такие заломы. Если сейчас просимулирую, как бы ничего не изменилось, заломы остались. Как будем это решать? Значит, я думаю, что можно это решить следующим путем. Берем вот эту линию, Add internal isoline, делаем отступ на 1 миллиметр. Так, что-то у меня тут еще за засечка такая. Аж двойная. Ладно. Делаем следующее. Перепрошиваем швы. Я буду пришивать не на внешний контур, а на внутренний. М. Оп. Вот у меня что за засечка вторая. 35, да? Ну, тогда давайте уберем засечку внешнюю и поставим засечку внутреннюю. Так. 35. Окей. Так. Салатовенькая. То же самое здесь. У нас еще, видите, засечки продублировались. Ничего страшного. Так. 35. Так, окей. Делаем то же самое М. Что у нас тут? Куда у нас пришито? Б. Так, это у нас пришивается на противоположную сторону. Хорошо, значит, мы будем вот это пришивать сюда, на внутреннюю линию.
Окей, хорошо. Симулируем. И посмотрите, что произошло. Наш пайпинг встал на место. То есть вот эти все кручения его, они ушли. Для того, чтобы нам видеть вообще, что тут происходит, давайте назначим какую-нибудь ткань. Например, я вот это продублирую, копии, и возьму из библиотеки что-нибудь цветное, какую-нибудь цветную. Где-то у меня тут была тканька. Такая. Так, интересная была. Вот что-то. Во, смотрите. Так. Значит, как нам на пайпинг назначить другую ткань? Идем в инструмент пайпинг, edit пайпинг, выбираем пайпинг, который хотим настроить. У нас их аж 4. И выбираем другую ткань. Вуаля! Получилось. Дальше. Как вы помните, у нас есть еще пайпинг и на самой сумке, да? На вот этом окантовочка на теле сумки. Если я сделаю здесь пайпинг, давайте я вам прям покажу, как это выглядело бы, если бы я его прям так и сделала. Так. Кстати, двойной клик. И следующее. Вот. Если я его сейчас настрою, как мне надо, то что происходит с нашим пайпингом? Нам нужно 0,7 и круглые. Смотрите, видите? У нас такие обрезки здесь. И это выглядит как-то не очень. И мы с этим ничего сделать не сможем. Мы не сможем это настроить. Поэтому я сейчас буду делать это другим способом. Значит, убираем пайпинг. В Style 3D. Ой. Есть офигенная штука. У нас есть такая настройка Edge Thickness. То есть толщина эджа. Так, по-моему, что-то у меня улетело. Вот что у меня улетело. Короче, я тут раздвинула. Смотрите. Я делаю Edge Thickness, да, и могу настроить вот здесь вот толстую ткань. И могу ее настроить тип вот этого вот края. Дальше. Я хочу, чтобы толщина этого края была где-то 2 миллиметра. Вот. А теперь у нас происходит такая беда. Видите, у нас тут вот вытыркиваются такие. Давайте я ткань чуть-чуть покрашу, чтобы было видно, что у нас происходит вообще. Потому что на белой ткани ни финта не видно. Допустим, вот у нас будет такое. Видите, у нас тут что-то торчит. Это потому, что у нас толщина еще и вот здесь вот накладывается. Как порешать эту боль? Давайте выделим вот эти края и снимем галочку Carved Side Geometry. Оп. Все. Это все исчезло. Что делает эта галочка? Давайте я скрою вот этот вот. Смотрите, видите, у нас как бы край перестал быть округлым. Он стал острым. Вот это округление, которое у нас на краю было, вот если я сейчас поставлю назад эту галочку. Carved Side Geometry. Оно здесь вот делает такое скругление на краю. Блин, вам, наверное, плохо видно. Короче, ребят, попробуйте сами поиграться с этой галочкой, и вы увидите, что происходит. Когда я ее снимаю, то у меня как бы исчезают и вот эти вот штуки. То есть здесь вот этого лишнего, в общем, лишнего мяса нету. Так, теперь надо решить второй вопрос. Как нам покрасить в другой цвет вот этот вот бортик?
Потому что это же цельная деталь, ну да, окей, мы толщину сделали, а как делает другой бортик? Что, отрезать, нашивать или что? Здесь все делается это максимально просто. Значит, мне нужна толщина бортика, это где-то сколько там? 0,7, может быть, да? Потому что он должен быть созвучен вот этому. Возможно, даже меньше. Может быть, 0,5. Он должен быть похож на вот этот бортик. 0,5 мало, давайте 0,6 сделаем. Да, примерно по габаритам он похож. Теперь мы делаем следующее. Это Internal Isoline на 6 миллиметров. И ставим еще одну волшебную галочку, которой нет в Chloe Marls Designer. Вы не поверите, я только недавно разгадала, что это такое. Это Divide Pattern. И что нам эта галочка делает? Она позволяет на отдельные области одного куска накинуть разные материалы. У нас сейчас на весь кусок накидан фабрик 1, а я могу сделать следующее. Я вот на эту область возьму и накину вот это. Оп. Так. Я могу сюда накинуть другой материал. А сюда вот такой. Опа! Как вам такое, ребят? По мне так это вообще шикарно. Шикарная возможность вот так вот накидывать материалы, при этом не раздербанивая, не расшивая, не разрезая и сшивая на отдельные маленькие кусочки вот это вот все. Ну что, базовая форма в принципе готова. Единственное, что я бы хотела сейчас поубирать вот эти швы. Они нам не нужны. В принципе, знаете, нам вообще нигде швы не нужны. Давайте я выделю все швы и поудаляю с них нормали. Вот это вот все. Нам вообще не нужно все это показывать. Единственное, что я бы хотела все швы усилить хотя бы до 20. Вот эти швы у нас... у нас тут тюрнед. Пофигу. В общем, смотрите. У нас не видно стыков никаких. Да, кажется, что это цельная какая-то история такая. Вот здесь вот, правда... Давайте-ка я здесь усилю на 50. Чтобы у нас тут что-то происходит. И еще моментик. Я бы вот этот Carved Side Geometry потом убрала бы, наверное, у всего, потому что у нас везде пайпинг. Так. Где у нас тут? Где у нас тут вот эта штука? Нам придется... вот. Короче, нам нужно... Так, у нас есть же волшебная... Как-то выделить селект. У нас есть какое-то волшебное выделение. Я им забыла пользоваться. Либо вот что мы сделаем. Мы сейчас заблокируем Lock All Internal Line. Все. Теперь, когда я буду выделять, выделятся только аутлайны. И на них мы можем задать где-то Carved Side Geometry. Так, вот еще. Так, arrangement. Так, где это все? Ладно. Так, здесь мы сняли. Здесь мы
выделились еще и точки, поняла. Здесь мы сняли, а нужно выделять только эджи. Так, я у всего этого уберу, оно мне потом при экспорте пригодится. Я, наверное, всему этому задам particle distance 5. И как бы базовая форма окей. Но это еще же не все. У нас тут есть замок внутри, как я полагаю. Потому что вряд ли в такой сумке, с такой сумкой кто-то будет ходить без замка. Давайте попробуем замутить себе замок. Кстати, вот это вот то, что мы снесли внутрь, пришили, то есть снесли на 1 миллиметр буквально пришивание вот этих штук сюда, решила еще проблему с этим, то, что, короче, краешки не втыкаются друг в друга. Это тоже очень классно. Так. Как нам сделать замок? Если я правильно понимаю, замок тут как бы уже, чем он, ну, как бы вот, хотя нет. Смотрите, значит, замок, видимо, идет не возле самого края, не к самому этому приходит, а он где-то начинается здесь, да, где-то в районе. Ну, короче, вот не возле самого края. Так, у нас 14, да? Давайте сделаем такой кусочек ткани. Где-то 1,5 сантиметра высотой и где-то 12 длиной. Так, и кинем сюда вот этот материал. Так, дальше. Alt-X. Так. Alt-X. Ну и что? Или как это? Почему оно не раскрывается? Alt-Y. Балда. Забыла все клавиши горячие. Короче, что делаем? Пришиваем это сюда. Это сюда. Так. Хорошо. Шов на 90 градусов. Усилим до 20. Усилим и разместим следующим образом. Дальше сделаем instance pattern. Instance pattern. Так. Перевернем. И разместим на другой штучке. Ой. Так, окей. Instance pattern. Здесь делаем M сюда и сюда. Давайте тоже Ctrl/. Так, присобачили и делаем шов 90, усиливаем до 20. Ну и симулируем. Так, значит, смотрите, что произошло. Ага, я пришила его не туда, куда надо. Я пришила его сверху, а сверху у нас кусок, это считается пайпингом. Ну ладно, давайте сделаем так. Я эти швы удалю, и мы пришьем на внутреннюю линию. Хотя бы мы просто разместили наши кусочки. Так, делаем 5, делаем квадровую сетку, не забываем. Жалко, что нельзя здесь пока что настроить одну квадровую сетку, ну, в настройках, как в этом, чтобы он всегда квадровую сетку делал, а не треугольную. Но это ладно, мелочи. Так, что мы делаем? Мы пришиваем, нам нужно разблокировать internal line. Так, unlock, Ctrl+F2. Все, окей, поехали. M сюда, сюда, да? Сюда, сюда. Ну, давайте чуть-чуть сдвинем. Дайте-ка я вот это скрою. Shift-A, скроем аватар.
Чуть-чуть сдвинем сюда. Так, чуть-чуть сдвинем вниз. И посмотрим, как оно себя будет вести. О, супер. Ну, сейчас оно вроде выглядит прям как надо. Теперь наша задача сделать замочек. Так, давайте мы, наверное, тогда уже развернем их друг к другу. Так, я хочу на 90 градусов их повернуть. Так. И так. И давайте сверимся. Что у нас... Где у нас чего? Так, это... Ага. Это... А это не то. У нас они еще развернуты. Ага. Так. Это внешний край. Это внутренний, окей. Это внутренний край. Ладно, сейчас будем делать замок и посмотрим, как тут что. Внутренний край вроде бы вот этот, да? Это сюда. Так. Угу. Не в ту сторону. Так, тогда... Так. Ну, теперь да. Теперь все правильно. Симулируем. Так. Дайте-ка я это деактивирую. Теперь активируем снова. Все. Получилось. Опять что-то, какая-то трабла. Если просто просто деактивировать без шва тоже хорошо. Отлично. А замочек у нас стоит как надо. Теперь смысл в том, чтобы настроить этот замочек. Так, Ctrl-H. Так, во-первых, я бы хотела эту сумку немного поднадуть. Что мы делаем для этого? Попробую сначала с давлением. Дам ей 2. Она, конечно, может взлететь, а может и не взлетит. Может быть и надуется. Нет, не надулась. Давайте попробуем на аккуратной симуляции. Нет, пока не взлетает. Но и не надувается особенно. Ну-ка, 5. Ладно, думаю, дело в жесткости материала. Давайте я попробую сюда другой материал дать. Физические свойства. Просто идем в лизер. И лизер collide. Это чуть-чуть помягче должно быть. Ух ты. Это уже слишком мягко даже. Ладно. Нам для основы такая мягкая не подойдет. Хорошо, возвращаемся назад. Делаем... А ну, фьюзинг. Что это такое? Тоже не подойдет. Возвращаемся назад. Делаем то, что было. Корову. Ну, в принципе, ее немного расперло так в бока, сумку эту. Совсем немного, но тем не менее. Ну, нам будет достаточно. Потом еще будем делать пэтчворк. Тут накрутится всякой фигни.
А пока что достаточно. Давайте я сейчас настрою, как я хочу, замочек, а потом мы разберемся со всем остальным. Но это уже будет, скорее всего, в другой серии. Итак, сейчас мы будем настраивать замочек. Мне не нравится такой этот стиль застежки. Я хочу другой. Что мы будем делать? Давайте Edit Zipper Style. И у нас открываются такие properties, свойства. Итак, зубья, модель, two-way zipper, типа двойной замок. Прикольно. Хорошо, модель. Во-первых, я хочу, чтобы это было объектом. Во-вторых, а в такой сумке будет вот этот вот стоппер или нет? Ладно, это уже детали. Во-вторых, размер. Так, здесь, значит, стоит галочка. Размер использовать как у слайдера. Пошли смотреть размер слайдера. Я бы хотела, наверное, на 3. То есть все-таки поизящнее замочек. Да? Дальше. Слайдер. Раз уж мы сюда пришли, давайте посмотрим, какие есть слайдеры. Прикольно. Пуллер. Пуллер — это такая штучка, за которую мы тягаем. Надо что-то поизящнее выбрать. Интересный пуллер, конечно. О, вот этот меня устраивает. Дальше пойдем в зубья. Зубья. Какого у нас они? Так. Такие зубья. Какие-то они слишком большие. Это мне не нравится. О, мне нравятся вот эти металлические зубья. Просто великолепно. Еще и материал у них должен быть металл. Дальше. У нашего пуллера тоже материал должен быть металл. Так, где наш пуллер? Металл. Слайдер тоже материал металл. И стоппер. Материал металл. Где у нас материал? Такой же материал использовать какие? Ну да, в принципе. Хорошо. В принципе, меня это устраивает. Так, сумочка немножко побеременела у нас. Мне это и нужно было. Отлично. Ну что ж, давайте смотреть, что у нас вышло. Вот такие у нас выкройки. Да. Так. Давайте глянем на это в 3D окне. А давайте я еще, знаете, что сделаю? Сейчас сюда еще материал какой-то кину, чтобы смотрелось уж как-нибудь. Какой-нибудь деним. Так. Типа джинсика какого-то. Чтобы мы могли посмотреть на это все. О, супер. Вот это мне нравится, только хочется посветлее. Так. Чтобы у нас потом это все никуда не улетело. А ну вот этот.
Ну, в принципе, тоже классно смотрится. Даже изнаночная сторона видна. Хорошо. Верну физические свойства материала. Так, давайте-ка я сделаю так. Дынем. А это у нас будет этот... Так, в физических свойствах возвращаю то, что у нас было. Trims Colliser. Здесь ничего не меняю. Все остается как есть. Давайте глянем в 3D-шке, что у нас получилось. Вот такая базовая форма. Она меня вполне себе устраивает. И в следующем видео я займусь тем, чтобы продумать, как сделать пэтчворк. Либо я его прямо здесь буду имитировать, либо я все-таки перейду в Substance и буду там материал этот додумывать с дисплейсментом и всякой историей, либо что-то еще. Об этом вы узнаете в следующем видео. Для того, чтобы не пропустить это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А кто хочет задать мне вопросы, внизу по ссылке в описании будет канал, в котором я пишу анонсы будущих событий или общаюсь с вами. То есть в комментариях этого канала вы можете прям со мной общаться. Я нахожусь там в онлайне в доступе практически 24/7. Ну, то есть только то время, когда я сплю, я не отвечаю. А так я очень быстро реагирую. Заходите, там можете задавать любые вопросы, какие хотите. И присылать пожелания, что вы хотите видеть в моих видео. С вами была Ольга Старшая. Рада была всех видеть. Рада была, что вы со мной. Всем спасибо. Всем пока.